Глубины Атлантического океана хранят множество секретов, и среди самых загадочных– обломки легендарного «Титаника». Погружение туда– это всегда путешествие в прошлое, но один из недавних экспедиций значительно отличается от других. Все началось, когда команда опытных исследователей решила провести детальное изучение обломков корабля, используя новейшее оборудование. Они ожидали увидеть то, что уже давно известно из учебников истории и отчетов предыдущих экспедиций. Но судьба приготовила для них нечто совсем иное. При обычных обстоятельствах их оборудование фиксировало бы привычные объекты– обломки, личные вещи пассажиров и элементы интерьера. Однако на этот раз камерные датчики уловили нечто странное и неизвестное. Внимание исследователей привлек небольшой металлический предмет, утопленный в морском песке. Размеры объекта были невелики, не больше обычного чемодана, но его неестественное сияние и форма вызвали неподдельный интерес. Никто из присутствующих не мог понять, как подобный артефакт мог оказаться среди обломков. Как только объект был извлечен из песка и поднят на поверхность, он сразу же стал главной темой обсуждений на борту корабля. Странное устройство, покрытое коррозией, было явно старинным, но его назначение не поддавалось логическому объяснению. На поверхности металла проступали непонятные символы и гравировки, а вокруг объекта обнаружились остатки изоляционного материала, что намекало на его возможное техническое значение. Эта находка удивила и даже шокировала всех, кто был причастен к экспедиции. Вскоре стало очевидно, что необычный объект может быть частью более обширной загадки. Следующим шагом было вскрытие устройства, чтобы попытаться понять, что внутри. С особой осторожностью крышка была аккуратно поднята, и взглядом ученых предстала некая камера, напоминающая старинный фотоаппарат. Это открытие превратило весь ход экспедиции из рутинного обследования в настоящую археологическую сенсацию. Откуда на борту «Титаника» могла появиться камера, технологически опережающая свое время? Этот вопрос исчезал на фоне других. Что было снято на ее пленку и как эти кадры могли пережить столетия в самых суровых условиях? Команда понимала, что ответы могли перевернуть все представления о трагедии «Титаника» и, возможно, об истории 20 века. В тот момент никто и предположить не мог, какие секреты окажутся на пленке. Но одно было ясно – найденное устройство стало ключом к еще более удивительным открытиям. Эта находка дала новый импульс исследовательской работе, и теперь каждое действие команды было направлено на раскрытие тайн камеры. С каждым шагом они приближались к моменту, когда загадки прошлого окончательно раскроются, и имена, затерянные во времени, снова оживут в свете новых открытий. Теперь перед учеными стояла задача тщательно изучить каждый аспект этого объекта. Впереди были долгие часы работы, научные анализы и, вероятно, сенсационные открытия. Но пока оставалось только гадать, какие события и истории скрыты на пленке, пролежавшей в водах океана столь долгое время. Куда приведет эта новая нить в давно разгаданной истории и какое значение она имеет для современности? Впереди нас ждали новые удивительные открытия. Как только исследователи извлекли необычное устройство из обломков, они сразу же принялись за его изучение. Внимание ученых сосредоточилось на камере, внутри которой могла быть пленка, сохранившая мгновение прошлого. Первые кадры, сделанные на глубине, вселяли надежду. Камера, несмотря на явные следы времени, выглядела на удивление крепкой и неповрежденной. Трепетный момент настал, когда команде удалось осторожно извлечь пленку, которая, к их удивлению, была в довольно хорошем состоянии. В закрытом помещении на исследовательском судне, оборудованном всем необходимым для работы с архивными материалами, начался процесс проявления находки. Это был нелегкий момент. Команда понимала, что малейшая ошибка могла испортить все, что позволило бы разгадать загадку «Титаника». Все затаили дыхание, когда первые изображения стали проступать на проявленной пленке. Эти снимки оказались поистине загадочными. На них было запечатлено нечто, что сразу же озадачило всех присутствующих. Первое, что поразило ученых, это детализация и четкость изображения. Хотя камера явно принадлежала к более раннему периоду, качество снимков удивляло и поражало. На первых фотографиях явственно различались сцены жизни на борту корабля, моменты, которые, казалось бы, были утеряны навсегда. Все были уверены, что видят нечто близкое и знакомое: пассажиров во время отдыха, вечерние приемы и даже фрагменты интерьера залов «Титаника». Однако с каждым последующим снимком нарастало ощущение необъяснимости происходящего. На фотографиях появлялись сцены, которые не вписывались в известные исторические свидетельства. На нескольких изображениях можно было разглядеть фигуры людей в странных одеждах, которые не соответствовали моде начала 20 века. Эти кадры казались вырванными из другого времени и пространства, словно сама пленка хранила не только моменты из жизни на «Титанике», но и нечто большее, недоступное историческим хроникам. Глаза исследователей не верили тому, что видели. На снимках также попадались загадочные предметы, не характерные для обстановки корабля. Это были неизвестные устройства и механизмы, которые никак не могли существовать в начале 20 века. Возникало множество вопросов, и ни один ответ не мог дать полного объяснения увиденному. Эта загадка выглядела невероятной, но на пленке продолжали проявляться все более странные и необъяснимые сцены.
Один из самых загадочных снимков оказался последним. Он показал пространство, напоминающее внутренности какого-то огромного корабля или машины. На изображении были видны массивные конструкции и приборы, кажущиеся инородными и неподвластными времени. Этот кадр завершил серию, заставив исследователей задуматься над вероятным значением находки и возможных исторических нестыковок. Эти первые загадочные снимки, извлеченные из недр океана, открыли целый пласт новых вопросов и гипотез. Совершенно ясно, что камера на борту «Титаника» скрывала больше, чем просто воспоминания о величественном корабле и его трагической судьбе. Узоры на пленке, возможно, перевернут привычное понимание истории и оставят больше вопросов, чем ответов. Теперь предстояло понять, что именно зашифровано в этих кадрах и какой след они могли оставить в нашем представлении о прошлом. Эта необычная находка обещала стать ключом к новым открытиям и исследованиям. Ведь впереди еще оставался целый процесс анализа и расшифровки того, что скрывается за этими уникальными кадрами. Ученым предстояло разобраться, кто и почему мог запечатлеть на пленке столь загадочные моменты и какое значение они имели для истории человечества. Впереди предстоит множество удивительных открытий, и тайна, скрытая в глубинах Атлантики, еще не раз удивит всех, кто стремится приоткрыть ее завесу. Как только ученым удалось извлечь странную находку из глубин океана, подняв ее на поверхность, масштаб загадки только увеличился. Никто не ожидал, что обломки «Титаника» могут скрывать нечто более, чем обычные артефакты и воспоминания о страшной трагедии. Однако это устройство, застрявшее в песке десятки лет, словно специально ожидало своего часа. Внимание исследователей мгновенно приковано к загадочной камере. Ее металлический корпус, покрытый коррозией, очевидно пережил множество испытаний времени, но все же сохранил свою загадочную привлекательность. Лишь редкие символы и неясные отметины украшали ее поверхность, намекая на таинство, скрытое внутри. Устройства подобного рода едва ли могли быть частью привычного оборудования начала 20 века. Археологи, столкнувшиеся с таковой находкой, понимали, что перед ними стоит поистине непростая задача – раскрыть ее истинное предназначение. Исследователи аккуратно вскрыли корпус камеры, и их взору предстал механизм, который, на удивление, был в хорошем состоянии. Казалось, он был специально создан для того, чтобы пережить мудрость времени и воды. Собственно, это обстоятельство и давало надежду, что внутри устройства могла сохраниться пленка. Потенциально ключ к пониманию того, что же происходило на борту «Титаника». Каждое мгновение работы сопровождалось трепетом, ведь на кону стояла возможность докопаться до самой сути события, произошедшего столетия назад. Что могло быть запечатлено на этой пленке? Какие моменты жизни на корабле могли она сохранить? И не связана ли она с той таинственной атмосферой, что окутывает историю «Титаника»? На борту исследовательского судна установилась напряженная атмосфера ожидания и надежды. Специалисты, занятые проявлением пленки, работали в полном сосредоточении. Они понимали, что малейшая ошибка могла навсегда уничтожить ту бесценную информацию, которая имелась на пленке. Но, к их удивлению, пленка показала, что история не закончена. На ней были запечатлены моменты, которые никто не мог предсказать. На одной из первых фотографий ученые заметили групповой портрет пассажиров, сделанный на палубе корабля. Все они улыбались, не подозревая о надвигающейся катастрофе. В следующем кадре сцена ужина в роскошном зале, где гости наслаждаются изысканными блюдами, в то время как оркестр исполняет изящную мелодию. Все это выглядело так привычно и похоже на описания, знакомые по книгам и фильмам. Но вскоре изображения начали становиться странными. На некоторых кадрах стали появляться люди в одежде, не соответствующей моде того времени. Эти фигуры выглядели как нечто чуждое среди декораций начала 20 века. Еще больше недоумения вызвали загадочные устройства и механизмы, едва уловимые в полумраке интерьеров. Никакие исторические записи не давали указаний на подобные вещи, и ученые были сбиты с толку. На последнем снимке оказалась странная панорама, напоминавшая внутренности огромного строения, усыпанного сложными конструкциями. Образ поражал своим великолепием и одновременно непониманием того, что это может означать. Казалось, само время играло с исследователями, подбрасывая невероятные и неудобоваримые видения. Эти снимки порождали больше вопросов, чем ответов. Исследователи осознали, что пленка могла стать ключом к разгадке не одной, а целого комплекса тайн. Как эти сцены попали на пленку? Все ли это действительно было частью жизни на борту «Титаника», или они стали свидетелями чего-то более значимого, связанного с его историей? Время покажет, что на самом деле скрывается за этими кадрами. Тайна, скрытая в глубинах океана, еще будет долго интриговать исследователей и всех, кто интересуется той трагической ночью, когда «Титаник» отправился в свое последнее плавание. Камера, извлеченная из обломков, оказалась настоящим артефактом из прошлого. Она выглядела так, словно ее специально защищали от времени и воды, чтобы сохранить невидимые миру тайны. Металлический корпус, покрытый следами коррозии, скрывал механизм, который, к удивлению исследователей, был в отличном состоянии. Устройство словно ожидало, когда его находят и откроют, чтобы рассказать о событиях давно минувших дней.
Как только ученые вскрыли камеру, они обнаружили пленку, тщательно скрытую и хранившуюся в условиях, которые позволили ей пережить десятилетия в глубинах океана. Увидеть ее в таком состоянии было удивительно. В тот момент никто не мог предположить, что именно окажется запечатленным на этой пленке, но все понимали, что впереди ждут невероятные открытия и, возможно, неожиданные ответы на старые вопросы. В специальной лаборатории на исследовательском судне началась работа по проявлению пленки. Это был сложный и ответственный процесс, требующий предельной аккуратности. Ошибка могла стоить огромного объема информации, способного пролить свет на события тех далеких дней. С трепетом исследователи наблюдали, как на первых кадрах начали проступать изображения. То, что они увидели, вызвало у всех находящихся в помещении настоящий шок. На первых снимках была изображена обычная жизнь на борту «Титаника». Улыбающиеся пассажиры, наслаждающиеся отдыхом, вечерние развлечения и приемы в изысканных залах. Все выглядело так, как мы привыкли представлять себе величие и роскошь одного из самых легендарных кораблей в истории. Каждый кадр казался осколком времени, способным на мгновение перенести зрителя в прошлое. Но вскоре обычные сцены жизни стали сменяться на нечто совершенно иное. На некоторых снимках появлялись фигуры людей, одетых в странные одежды, которые никак не соответствовали состоянию моды начала 20 века. Эти образы выглядели будто из другого времени, словно пленка стала порталом в неизвестные эпохи. И это было лишь началом удивительных открытий, которые приготовила эта странная находка. На других изображениях можно было увидеть загадочные устройства и механизмы, явно не принадлежащие времени знаменитого лайнера. Некоторые из них казались фантастическими и совершенно чуждыми обстановке корабля той эпохи. Никто из присутствующих не мог объяснить, как такие вещи могли оказаться на пленке и что они означают. Последний кадр поразил всех своей странностью и масштабностью. На пленке было запечатлено какое-то огромное строение, наполненное сложными конструкциями, напоминающими внутренности гигантской машины или корабля. Это было похоже на антураж из научной фантастики, но пленка не лгала. Изображение было здесь и сейчас и требовало объяснений. Эти снимки вызвали бурю эмоций, и каждый из ученых понимал, что перед ними открывается нечто большее, чем просто история Титаника. Они натолкнулись на загадку, которая казалась неразрешимой, и которая могла изменить привычные представления о прошлом. Тайна, скрытая в этих кадрах, еще долго будет будоражить воображение и заставлять ломать голову над вопросами, которые ставила перед исследователями необычная камера из прошлого. Теперь, извлекая из глубин океана эти свидетельства, ученые понимали, что на пленке может быть закодировано больше, чем они ожидали. Возможно, предстояли еще более удивительные открытия, которые могли оказать влияние на восприятие истории не только Титаника, но и всего 20 века. И Ашаль сейчас становится всего его. Впереди предстояло тщательно изучать каждый кадр, чтобы попытаться раскрыть тайну, о которой не знало ни одно поколение исследователей до них. Кто и зачем снял эти кадры? Как они могли оказаться на борту злополучного судна? Ответы на эти вопросы скрыты в глубинах времени и пространства, и предстоит их еще много открывать и исследовать. Как только исследователи извлекли таинственную камеру из обломков Титаника, у них началась кропотливая работа по ее изучению. Изначально был заметен только металлический корпус устройства, скрытый временем и покрытый патиной ржавчины, но по мере вскрытия ученым открылся механизм, удивительно сохранивший свою целостность. Несмотря на десятилетия под водой, камера поразила ученых своей цельностью и состоянием. Это укрепляло уверенность, что пленка, если она есть внутри, могла выжить в этих экстремальных условиях. Методично и осторожно, соблюдая все меры предосторожности, эксперты приступили к извлечению пленки. Это был ответственный момент, ведь именно от него зависело, удастся ли им разглядеть сцены, запечатленные на борту корабля в далеком прошлом. Весь процесс сопровождался напряжением и трепетом. Любая ошибка могла погубить бесценные кадры. Пленка, ко всеобщему облегчению, выглядела удивительно целой. Этот факт вдохновил команду и вселил надежду, что вскоре они узнают, какие секреты хранил «Титаник». На борту исследовательского судна была оборудована специальная лаборатория для проявления исторических материалов. Здесь начался процесс, который мог привести к ошеломляющим открытиям. Первые проявленные кадры вызывали глубокое волнение среди собравшихся. Они раскрывали сцены из жизни на борту «Титаника», запечатлев пассажиров в разных ситуациях. Кто-то наслаждался роскошным ужином, кто-то прогуливался по палубе в хорошую погоду. Все это выглядело так, как ожидалось увидеть, позволяя задуматься о прошлом и людях, живших в ту эпоху. Но вскоре камера стала открывать нечто более удивительное. Следующие кадры не вписывались в привычные исторические рамки. Они отображали фигуры в одеждах, резко отличающихся от моды начала 20 века. Эти фигуры, казалось, возникли из другого времени, озадачивая ученых. Элементы одежды и окружающие детали не принадлежали известным историческим эпохам, что вызвало еще больше вопросов. Что это было? Чья-то фантазия, замаскированная под реальность, или нечто более глубинное?
Кроме того, на снимках попадались загадочные устройства, которые явно не должны были находиться на борту такого судна. Эти механизмы выглядели странно и были ни на что не похожи, что порождало лишь догадки и предположения о том, как они там оказались. Никто не мог определить их назначение и происхождение, но присутствие этих объектов на пленке выглядело абсолютно невероятным и необъяснимым. Последний снимок на пленке стал кульминацией неразгаданной истории. Это был вид внутри огромного пространства, наполненного сложными конструкциями и механизмами, напоминающими внутренности гигантского корабля или машины. Никто из исследователей не ожидал увидеть нечто подобное. Изображение выглядело как сцена из другой реальности, запечатленная на пленке, которая сохранила больше, чем просто воспоминания о «Титанике». Эти кадры породили целый шквал новых гипотез и вопросов, заставляя исследователей искать ответы. Секреты, сокрытые в этих снимках, могли изменить не только понимание истории самого «Титаника», но и всей эпохи. Теперь оставалось разгадать загадку, кто и зачем сделал эти снимки и какой след они оставили в истории. Впереди оставалось множество открытий, и каждый шаг приближал ученых к новой истине, которая могла перевернуть устоявшиеся представления о прошлом. После того, как были изучены загадочные снимки, извлеченные из-под обломков «Титаника», в мире начались бесконечные дискуссии и споры. Каким образом некий человек мог оказаться на борту корабля с оборудованием, которое, судя по всему, не принадлежало тому времени? Как устройства, отразившиеся на пленке, оказались среди привычных вещей начала 20 века? Ответы на эти вопросы не давали покоя ни исследователям, ни прогрессивным уму, который, казалось бы, уже привык к загадочности истории. Попытки объяснить увиденное наталкивались на массу сложностей. Появились разные теории, от научных до откровенно фантастических. Кто-то предполагал, что камера и пленка были результатом путешествия во времени, дерзкая гипотеза, которую поддерживали сторонники идей о машине времени. Эта теория будоражила умы и подогревала интерес среди тех, кто верил в существование технологий, способных изменять временной континуум. Однако, другие, более прагматично настроенные эксперты искали объяснения в забытых технологических достижениях прошлого. Они предполагали, что найденные устройства могли быть результатом секретных экспериментов, проводимых учеными, о которых исторические хроники просто умалчивали. Вполне возможно, что на борту «Титаника» находились пассажиры, занявшиеся разработкой инновационных приборов, чьи результаты опередили свое время и остались скрытыми под покровом океана. Но и это объяснение внушало мало уверенности. Казалось, что пленка скрывает больше, чем какие-либо известные наука и история могут объяснить. На самом деле, значительная часть тех загадочных снимков не поддавалась никакому логическому объяснению, и их содержание оставалось тайной за 7 печатями. Были также те, кто полагал, что загадочные кадры были результатом масштабной мистификации. По их мнению, существовала вероятность, что кто-то намеренно оставил эти изображения в обломках «Титаника», чтобы таким образом ввести в заблуждение исследователей будущего. Эта теория выглядела правдоподобной, но даже она оставляла множество вопросов без ответа. Поиск истины заставил обратиться за помощью к специалистам по цифровой обработке изображений. Они тщательно анализировали каждый снимок, изучая детали и пытаясь выявить следы возможных манипуляций. В процессе исследования выяснилось, что пленка сохранила свой первоначальный вид, а сами снимки не были подвержены редактированию или вмешательству. Это лишь усиливало акцент на их аутентичности и подтверждало, что они действительно зафиксировали нечто невероятное. Тем временем эксперты в области истории и археологии продолжали изучать детали обстановки, запечатленные на пленке. Они искали упоминания о пассажирах с нетипичным багажом или связях с научными кругами, которые могли бы пролить свет на происхождение загадочных устройств и людей в несоответствующей эпохе одежде. Однако ищейки установили, что никаких записей о подобных пассажирах или технологиях не существовало. Налицо очевидно было одно: загадка пленки, найденной в обломках «Титаника», оставалась неразгаданной, при этом постоянно подогревая интерес как среди профессиональных исследователей, так и у любителей исторических аномалий. Время шло, но ни одна из теорий так и не смогла дать окончательное объяснение происходящему. И все же именно такие необъяснимые находки пробуждали страсть к познанию, толкая ученых на новые исследования и поиски истины. Но что скрывалось за этой историей, ответ знал только океан. Все понимали, что настоящая разгадка как никогда далека, но разгадать ее значит раскрыть новую страницу в книге, которая называется «История». Как только пленка с загадочными изображениями была извлечена на свет, эксперты столкнулись так и с задачей, которая была далека от простого разгадки тайны. Снимки, найденные на глубине океана, вызвали волну обсуждений и догадок в научном сообществе. В попытке выяснить, как они могли появиться на пленке внутри камеры, ученые обратились к различным специалистам, чтобы понять, что именно они увидели и как это увязывается с известной историей «Титаника». Первым шагом стало детальное изучение всех элементов снимков. Исследователи начали с анализа одежды фигур на изображениях, чтобы определить их историческую принадлежность. Одежда, запечатленная на пленке, указывала на различные периоды, причем некоторые из них явно не соответствовали эпохе «Титаника».
Историки костюма с удивлением отмечали, что некоторые наряды относились к более поздним десятилетиям 20 века, что не могло не поставить в тупик всех, кто пытался вообразить, как это возможно. Параллельно с этим инженеры и специалисты по ретро-технологиям обратили внимание на устройства, которые попадались на снимках. Несколько из них напоминали прототипы, которые могли бы быть созданы в научных лабораториях спустя десятилетия после крушения «Титаника». Инженеры, изучающие старинные механизмы, пытались определить, могли ли такие устройства вообще существовать в начале 20 века, но их заключения вызывали все больше вопросов. Они отметили, что некоторые предметы выглядели словно из научной фантастики, что еще больше усложняло задачи. При этом не были забыты методы всестороннего анализа самих пленок. Специалисты по материалам и археологи внимательно осмотрели ее поверхность, ища следы возможных манипуляций, которые могли бы объяснить появление таких изображений. Однако результаты анализов показали, что пленка не подвергалась редактированию, а материал, который использовался для ее создания, соответствовал привезенному из Англии в начале 20 века. Приглашенные эксперты по цифровой обработке изображений провели тщательный анализ каждого кадра. Они искали следы возможного вмешательства или цифровой подделки, но не обнаружили никаких доказательств искусственного изменения. Эти результаты укрепили мнение о том, что перед учеными действительно уникальные аутентичные свидетельства, за разгадку которых предстояло еще побороться. Время не стояло на месте, и вскоре в процесс были вовлечены археологи, историки и даже специалисты в области паранормальных явлений. В число экспертов вошли теоретики путешествий во времени и исследователи альтернативных реальностей, которые предположили целый спектр возможностей. От существования неизвестных технологий прошлого до неведомых свойств времени и пространства. Одна из гипотез строилась на предположении, что в историю «Титаника» могли вплести эксперименты, которые впоследствии были забыты или утаены. Имелись версии, что некоторые пассажиры могли быть связаны с научными кругами, занимающимися секретными разработками или получившими доступ к новейшим технологиям. Эти догадки не имели документальных подтверждений, но подогревали интерес к исследованию. Научное сообщество обсуждало возможность того, что найденные устройства являлись аномалиями времени, с которыми исследователи столкнулись случайно. Эти обсуждения привлекли внимание не только специалистов, но и широкой публики, интересующейся неразгаданными тайнами и загадками прошлого. Подводя итоги, эксперты пришли к выводу, что, несмотря на отсутствие очевидных ответов, находка пленки и камерной записи из обломков «Титаника» открывает новые горизонты для изучения истории и технологий начала 20 века. Эти открытия, возможно, навсегда изменят отношение к произошедшему на борту величайшего судна того времени и заставят человечество пересмотреть свои представления о том, что может скрываться в глубинах океанов. На этом этапе было ясно одно: работы над этой загадкой только начались, и ученые не остановятся, пока не найдут все возможные объяснения для открывшихся тайн. Впереди оставалось еще много шагов и открытий, и только время покажет, как они повлияют на мировую историю. После долгих дней исследований и анализа загадочной пленки, извлеченной из глубин океана, ученые, казалось, приблизились к чему-то удивительному. Несмотря на множество гипотез и возможных объяснений, ни одна из версий не могла полностью раскрыть тайну странных изображений. Однако одно было ясно: пленка, найденная на борту «Титаника», открыла окно в прошлое и настоящее, оставляя больше вопросов, чем ответов. На одном из последних заседаний исследовательской группы были представлены новые данные, которые вызвали неожиданный поворот в понимании всей ситуации. Ученые обнаружили, что некоторые материалы, использованные в конструкции камеры, не могли быть произведены на заводах начала 20 века. Это было настоящим шоком. Казалось, что камера и пленка, возможно, вовсе не с «Титаника», но как они туда попали, оставалось загадкой. Пока история об этой плавающей через век камеры обсуждалась в научных кругах, повороты в расследовании начали принимать неожиданные формы. В процессе изучения обломков был найден небольшой металлический контейнер, который содержал набор документов и чертежей, относящихся к неизвестной компании, участвовавшей в разработке передовых технологий того времени. Эти документы указывали на существование некой организации, которая занималась исследованиями в области, предвосхищающей свое время. Археологи и историки начали разбираться в этих материалах, надеясь, что они дадут разгадку. Тем временем специалисты по обработке изображений продолжали изучать снимки, надеясь найти ключ к пониманию их происхождения. В ходе их работы были выявлены тонкие детали, которые не сразу бросались в глаза. Эти детали позволили предположить, что запись могла быть сделана с использованием технологий, известных только спустя десятилетия после катастрофы «Титаника». Несмотря на это, пленка оставалась загадкой. Записи не содержали явных указаний на время и место съемки, что лишь усиливало интригу. Не прекращались и исследования специалистов в области цифровых технологий. Они разработали программу, способную моделировать возможные сценарии появления таких изображений на пленке. Наибольшее внимание привлекали теории, связанные с квантовыми явлениями и временными аномалиями, которые могли объяснить, как на борту «Титаника» могли оказаться элементы из будущего.
Эти новые технологии дали возможность моделировать необычные ситуации, но ни одна из гипотез не подтвердилась на 100%. В ходе дискуссий многие эксперты предложили гипотезу об альтернативной реальности, где события могли развиваться по иному сценарию. Даже если эта идея казалась фантастической, она была поддержана аргументами о возможности существования параллельных измерений. Некоторые исследователи утверждали, что камера могла быть своего рода мостом между этими измерениями, что объяснило бы видимые на пленке инкогниты. Однако такие гипотезы трудно было подтвердить, и они остались на уровне предположений. Несмотря на все эти наработки, основная загадка оставалась нерешенной. Открытие пленки приводило к новым вопросам. Какие еще тайны скрывают глубины океана? Возможно, ответ на этот вопрос открывает новый виток в истории человечества, где границы времени и пространства переплетаются, создавая уникальные возможности для познания. В этом контексте исследователи понимали, что их миссия выходит за рамки простого исторического события, и каждый новый шаг может открыть неожиданные перспективы. Постепенно стало ясно, что загадка пленки с «Титаника» — это только вершина айсберга. Далее следовали исследования, разгадывать которые предстояло поколениям ученых, и каждый шаг в этом направлении мог привести к целому ряду ошеломляющих открытий. Этот случай напомнил миру о загадках времени и важности поиска ответов, которые могут изменить наше восприятие истории. И хотя ответов пока нет, исследователи знают, что теперь они идут по следам, ведущим в самую глубь неразгаданной тайны.